Это канал «Творчество для всей семьи». В этом видео я покажу, как сделать шкатулку-книгу. В каждом видео я делюсь с вами какой-нибудь техникой. Сегодня покажу необычную технику окраски по фактурной поверхности. Для изготовления шкатулки понадобится толстый двойной гофрокартон. Отделяю обложку и замеряю размеры. Да простят меня истинные книголюбы или не простят, эта работа делается на заказ и из материала заказчика. По размерам вырезаю внутреннюю часть шкатулки. Внутреннюю стенку я приклеила к корешку и укрепила полоской хлопчатобумажной ткани. Приклеиваю на клей ПВА. Картонные стенки оклеила крафт-бумагой. Внутреннюю часть шкатулки и крышку оклеила салфеткой. При помощи кисти создала неровную текстуру. После полного высыхания наношу тонкий слой шпаклевки. И делаю текстуру страниц. Можно обычной расческой. На обложку наношу довольно тонкий слой шпаклевки. И при помощи мастихина, можно шпателем, создаю неровную текстуру похлапывающими движениями. А затем немного сглаживаю, едва прикасаясь к поверхности мастихином. Когда шпаклевка полностью высохла, можно немного зашкурить страницы. Корешок и нижнюю часть шкатулки также оклеиваю салфеткой. Вообще-то это нужно было сделать до шпаклевки. Окрашиваю акриловыми красками. Даю черной краске полностью высохнуть. Затем набираю широкой кистью краску, беру бумагу, которая хорошо впитывает, и стираю часть краски. Кисть должна быть почти сухой.
Беру обычный лист бумаги и делаю мазки в определенных местах. Затем точно так же добавляю охру. Следующий тон – это цвет топленого молока. В завершении добавила немного золотого металлика. На трафарет наношу тонкий слой шпаклевки. Шкатулку я покрыла мебельным лаком в 2 слоя. Мне хотелось показать, как выглядит эта техника окраски на различных текстурах. В принципе, нижнюю часть можно оставить однотонной. Спасибо за просмотр, за лайки и комментарии. Подпишитесь, если вы еще не подписаны, и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Увидимся!